Совсем недавно наблюдательная астрономия и космология сделали мощный рывок вперед. Обнаружены галактики, сформировавшиеся всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Крупные проекты картирования Вселенной дают новые данные о поведении темной энергии. Телескоп Джеймса Уэбба и миссия Юклид открывают окно в ранние эпохи космоса, а исследования реликтового излучения и поиски новых посланников, нейтрино и гравитационных волн подталкивают теории к пересмотру некоторых базовых представлений. В этой статье мы подробно разберем, что именно поменялось в нашем понимании, что остается неясным и какие эксперименты и наблюдения помогут ответить на фундаментальные вопросы о границах и судьбе Вселенной. Одним из самых впечатляющих результатов последних лет стало открытие галактик, существовавших в эпоху, буквально близкой к детству Вселенной. Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил объекты с чрезвычайно высоким красным смещением, с примерно 14 и выше, что означает, что свет от этих галактик покинул их примерно через 280-300 миллионов лет после Большого взрыва. Одна из таких галактик, обозначенная как JADES 411, иногда именуемая JADE 411, оказалась яркой и относительно крупной, с многочисленными массивами молодых звезд. Почему это важно? Ранние теории образования галактик ожидали, что первые крупные галактические структуры формировались медленнее и были менее массивными. Нахождение ярких и больших галактик так рано бросает вызов моделям, которые описывают скорость роста галактик, сворачивание газа в звезды и роль темной материи в формировании структуры. Одновременно с этим крупномасштабные проекты по картированию космоса, например, DESI и Euclid, дают статистические данные, необходимые для проверки и уточнения этих моделей. Когда говорят о Крунья, границе Вселенной, важно понимать, что обычно имеется в виду не физическая стена, а предел наблюдаемой области. Это понятие разделяют несколько ключевых терминов. Горизонт частиц, Particle Horizon, это радиус наблюдаемой Вселенной, максимально удаленная область, свет от которой успел дойти до нас с момента Большого взрыва. По современным оценкам, радиус наблюдаемой Вселенной составляет около 46 миллиардов световых лет в терминах «расстояние теперь», что часто удивляет людей, учитывая возраст Вселенной по симуляциям примерно 13,8 миллиардов лет. Разрыв между этими числами объясняется расширением пространства. Свет, отправленный много миллиардов лет назад, сам двигался в расширяющемся пространстве, которое растянуло его путь. Горизонт Хаббла – расстояние, на котором скорость удаления объектов из-за космологического расширения равна скорости света. Это приблизительная граница, за которой объекты удаляются от нас быстрее, чем свет может покрыть это удаление. Горизонт Хаббла не совпадает с горизонтом частиц и зависит от текущего значения постоянной Хаббла. Горизонт событий – более футуристическое понятие. Он определяет ту границу в пространстве, за пределами которой события сегодня не смогут когда-либо повлиять на наблюдателя в будущем из-за постоянного ускорения расширения. Если темная энергия будет заставлять ускорение сохраняться или усиливаться, часть нынешних галактик и звездных систем окажется навсегда недоступной для связи. Все эти границы отражают не физический барьер, а ограничение наблюдаемости и причинно-следственной связи в расширяющейся Вселенной. Понимание разницы между горизонтом Хаббла и горизонтом событий имеет ключевое значение при разговорах о том, что станет доступно наблюдениям в будущем и что может быть окончательно потеряно из видимого мира. Горизонт Хаббла
характеризует текущий разрыв Мапышщура – объекты, которые сейчас удаляются быстрее света, и потому не дают свет, который мы могли бы увидеть в ближайшем будущем. Горизонт событий привязан к будущему расширению. Если космос будет расширяться с ускорением, то свет от некоторых текущих объектов никогда не дойдет до нас. Их световые лучи уведутся вдаль быстрее, чем мы можем получить сигнал. Темная энергия, таинственная форма энергии, отвечающая за текущее ускорение расширения, прямо влияет на эти горизонты. Ее уравнение состояния и возможная эволюция в формах энергии, например, постоянная ламелла или динамическая квинтэссенция, определяют, станет ли горизонт событий ближе и закрывающим все больше объектов от связи с нами. Или напротив, если темная энергия ослабеет, многие объекты останутся потенциально наблюдаемыми и взаимодействуемыми. Проект DC Dark Energy Spectroscopic инструмент создал одну из самых больших трехмерных карт Вселенной, измеряя расстояние до миллионов галактик и квазаров. Это позволило исследователям изучать влияние темной энергии на расширение космоса с беспрецедентной статистической точностью. Результаты показали не только подробную картину крупномасштабной структуры, но и появились первые сигналы, что сила, ответственная за ускорение, то есть темная энергия, может не быть абсолютно постоянной во времени. Если влияние темной энергии действительно ослабевает или меняется, это радикально меняет наши прогнозы о далеком будущем. Эволюция темной энергии может предотвратить сценарии вроде Большого разрыва, Big Rip, при котором ускорение растет до бесконечности и система разрывается. Или же может привести к новым типам космической эволюции, включая возможный рецессивный этап и последующее сжатие. Однако текущие результаты не претендуют на окончательное опровержение ЛМДМ, стандартной космологической модели, но они однозначно побуждают к осторожной переоценке и дальнейшим наблюдениям. Телескоп Джеймса Уэбба JWST продемонстрировал удивительную способность заглядывать в эпохи, ранее недоступные оптическим инструментам. Обнаружение галактики Z примерно 14, например, JADS 411, открывает путь к изучению формирования звезд и галактик на временной шкале, когда Вселенная была моложе нескольких сотен миллионов лет. Наблюдения Уэбба показывают, что некоторые галактики в ранней Вселенной были яркими, активно формировали звезды и, возможно, обладали уже значительной массой. Миссия Юклид, в свою очередь, ориентирована на картирование галактик в больших масштабах и измерение геометрии Вселенной. Она обнаружила миллионы объектов. Планируется каталог порядка десятков миллионов галактик, что помогает уточнять вклад темной материи и темной энергии в формирование структуры. Одна из ключевых задач Юклид – проверить, является ли Вселенная действительно плоской или имеет небольшое искривление с ее замкнутость, что может иметь серьезные последствия для ее финальной судьбы. Карта космического микроволнового фона CMB – это наш снимок Вселенной в ее ранней горячей фазе, сделанной в миллионы лет после Большого взрыва. Реликтовое излучение выглядит как почти однородный фон с крошечными флуктуациями температуры. Эти флуктуации содержат информацию о плотности, составе материи и начальных условиях, из которых выросла современная крупномасштабная структура. Первая карта края Вселенной на основе CMB показала, что фон окружает наблюдаемую Вселенную словно стена света. Это и есть наш предел непосредственных электромагнитных наблюдений в ранней эпохе. Космологи долго искали в структуре CMB
признаки замкнутости пространства, топологические следы и совпадения, например, пары совпадающих кругов на противоположных сторонах неба, которые указывали бы на компактную или многократно замкнутую форму Вселенной. Отсутствие таких явных узоров заставляет склоняться к варианту либо сильно больших, возможно, бесконечных пространств, либо к топологиям, чьи масштабы намного превышают наблюдаемый радиус. Хотя CMB показывает общую плоскость и однородность, существуют крупные аномалии, которые до сих пор не имеют однозначного объяснения. Среди них холодное пятно и некоторые асимметрии в мощностях колебаний. Также наблюдается расхождение в измерениях данной постоянной Хаббла H0. Прямые методы из наблюдений сиепфидов, сверхновых и локальных лестниц расстояний и космологически зависимые методы на основе CMB дают немного разные значения. Это расхождение может указывать на систематические ошибки, но также может быть знаком новой физики, изменения в ранней Вселенной, дополнительных степеней свободы, модификации темной энергии или взаимодействии между темной материей и темной энергией. Если Вселенная была компактной в топологическом смысле, замкнутой петлей или винумией, либо тростниковой формой, то мы могли бы обнаружить повторяющиеся узоры в CMB, например, одинаковые круги или копии одних и тех же структур в противоположных направлениях. Поиски таких совпадений дали отрицательные или неубедительные результаты, что либо указывает на поразительно большую пространственную периодичность, много превышающую наблюдаемый объем, либо на то, что пространство реально бесконечно. Но принципиально доказать бесконечность наблюдательными методами крайне трудно, так как любые наблюдения ограничены радиусом частицного горизонта. Реликтовое излучение – ограничение для фотонов. До эпохи рекомбинации Вселенная была непрозрачна для света. Чтобы заглянуть дальше, нам нужны иные посланцы, способные проникать через плотную первичную плазму. Нейтрино, реликтовые нейтрино, космический фон нейтрино, представляют собой частицу, которая почти не взаимодействует с веществом и несет информацию о еще более ранних эпохах. Обнаружить этот фоновый поток крайне трудно. Нейтрино чрезвычайно слабо взаимодействуют, а их энергии очень малы. Тем не менее, успешная регистрация реликтовых нейтрино дала бы беспрецедентный доступ к эпохам до рекомбинации. Гравитационные волны. Колебания пространства-времени могут проходить через плотную среду незамедлительно и сохранять информацию о более ранних фазах, включая конец космической инфляции. Если ранняя Вселенная породила примордиальные гравитационные волны, например, через инфляционные флуктуации, их эхо может быть зарегистрировано следующими поколениями экспериментов в диапазоне низких частот. Обнаружение такого сигнала стало бы прорывом. Мы не только увидели бы физику инфляции, но и получили бы возможность заглянуть в эпохи, до которых фотонная история недоступна. Миссии ДВМ и Планк дали фундаментальные данные о плоскостности и однородности Вселенной, четко установив параметры стандартной модели лямбда-CMD. Тем не менее, анализ этих данных продолжается. Появляются новые алгоритмы машинного обучения и статистические методы, которые позволяют более чувствительно искать сложные топологические сигнатуры в шумах карт CMB и извлекать слабые аномалии. Эти инструменты повышают шанс обнаружить тонкие признаки перестройки ранней Вселенной или выявить систематические погрешности прежних анализов. Каждое новое наблюдение влияет на представление о прошлой и будущей истории космоса. Если темная энергия непостоянна, то сценарии будущего расширения могут быть существенно иными.
Ослабление ее влияния способно спасти Вселенную от большого разрыва, но потенциально откроет путь к замедлению и даже реверсу расширения в отдаленном будущем. Если наблюдения подтвердят немногое искривление или замкнутость Вселенной, это изменит представление о ее фонотопии, конечности массы и, возможно, о цикличности эволюционных процессов. Детальное изучение ранних галактик подскажет, насколько быстро происходило созревание структуры и как рано сформировались галактические центры и активные ядра, что повлияет на модели звездообразования и взаимодействия с темной материей. Современная космология не дает единственного однозначного ответа о судьбе Вселенной, но выделяет несколько вероятных сценариев, зависящих от ее топологии и свойств темной энергии. Большой коллапс, Big Crunch. Если Вселенная замкнута, и темная энергия со временем меняет знак или истощается так, что притяжение материи и темной материи преобладает, расширение может остановиться и смениться сжатием, приводящим к коллапсу. Бесконечное охлаждение, heat death. Если Вселенная бесконечна или открыта, и темная энергия остается слабо стимулирующей расширение или постоянной, космос продолжит расширяться вечно. Звезды одна за другой погаснут, оставив холодную и разреженную пространство. Большой разрыв, Big Rip. Если темная энергия усиливается со временем, фантомная энергия, ускорение может расти до бесконечности, приводя к разрыву галактик, звездных систем, планеты и, в конце концов, тканей пространства-времени. Циклические модели. В ряде теоретических подходов Вселенная может переживать чередование расширений и сжатий. При этом новые физические механизмы, например, квантовые гравитационные эффекты, регулируют переходы. Этот вопрос часто неправильно истолкован. За пределами Вселенной, в контексте обсуждения границ наблюдаемой Вселенной, имеется в виду то, что лежит за горизонтом частиц. Возможности включают еще больше пространства, выглядящее так же, как и наше наблюдаемое пространство, бесконечное пространство, заполненное такими же галактиками и структурами. Тогда за пределом просто продолжается тот же космический пейзаж. Пространство может иметь топологическую замкнутость на масштабах, намного превышающих наблюдаемый объем. Оно может быть конечным, но без границ, аналог поверхности сферы в 3 измерениях. Концептуально более экзотические варианты. Мультивселенная, где в другом регионе космос ММЕ имеет другие фундаментальные константы, и пространство в целом является частью более крупной структуры или ландшафта вселенных. Интересный философский штрих. Наше представление о Растаскине, пространстве и его реальности тесно связано с инструментами наблюдений и теорией, которую мы используем. То, что сегодня кажется абсолютным может стать аппроксимацией завтра, когда появятся новые методы и новые наблюдательные каналы. Мы живем в эпоху бурного развития космологии. Современные инструменты DESI, ECLID, JSVT, а также проекты по детектированию гравитационных волн и нейтрино создают комплексное многомодальное представление о Вселенной. Новые данные заставляют нас сомневаться в прежних догмах. Постоянство темной энергии, скорость формирования первых галактик, топология пространства и будущее космоса – все это подлежит ревизии. Ключевые направления, за которыми стоит следить в ближайшие годы. Подтверждение и детальная характеристика ранних галактик, JWST и наземные телескопы. Насколько типичны крупные галактики в ранней Вселенной. Картирование влияния темной энергии на больших масштабах. Euclid DESI. Стабильно ли ее влияние или оно меняется?
исследование CMB с помощью новых методов и поиск топологических признаков, Планк-наследники и новые алгоритмы. Поиск примордиальных гравитационных волн и реликтовых нейтрино. Эти посланцы могли бы раскрыть эпохи, недоступные по фотонной истории. Решение проблемы Икшне и других несоответствий, которые могут открыть новую физику. В конце концов, современная космология — это смесь наблюдений и глубоких теоретических вопросов. Новые открытия показывают и то, насколько много мы уже знаем, и то, как много еще предстоит выяснить. Возможно, уже скоро мы сможем не только картографировать край наблюдаемой Вселенной, но и понять, что именно скрывается за его пределами, а также каким будет финал космической истории.